Самое интересное, что к обеду до +8 ожидается. Посмотрим, что же-то будет в итоге. Сейчас -1. Первый раз такое вижу. Тут вообще вот на перекресток вот к этой новой дороге, которая открылась в сентябре, с обеих сторон с утра вот такое во. Просто вообще вон пробка многокилометровая прямо. Это что за жесть такая вообще? А это самый хитроумный, наверное. Это вот, блин, такие повылазят, блин, потом, блин, стоят другие, блин. Я дурею, честно. Вот это уже указатель Подольска здесь. То есть это пробка от Подольска до, блин, вот этой вот развязки. Это вообще какая-то, блин, трэшовица. Аварий там я не видел. Надо понаблюдать, каждое утро это здесь такое происходит или нет, чтобы иметь в виду. О, и эта пробка заканчивается где-то здесь, в поле. Вот, только вот последние, те, кто еще не знает, что им предстоит. О, класс. Снег. Давно не было. Целых 2 дня. Как же меня выручает вот эта щетка. И как я жалею, что ее случайно сломал. Вот такая вот. Когда-то купил для шерсти животных, когда животное еще дома было у меня. И мягкая щетина резиновая. Вот такая длинная получается у нее, телескопическая. Ну ладно, назовем палкой. Вот. Черенок такой. Очень удобно сгребать, доставать, собрать с той стороны еще водосток. Народ начал завидовать, искать, даже понаходили в интернете. Так что вот такой вам лайфхак от меня. Вот для примера, я стою от машины где-то в полуметре, как минимум. И вот как достаю спокойненько. Мне не надо по вот этим сугробам лазить. Кстати, поищу. Да, ссылки найду в описании, скину к видео к этому на Яндекс.Маркет. Уже начал работу. А потом думаю, ну, сниму, поделюсь информацией, может кому-то пригодится. В общем, купил вот такой вот датчик. Датчик DAT. Я не помню от какого автомобиля. Датчик температуры, давления воздуха. Вот он, пожалуйста. В общем, посмотрел и от УАЗика, и от кого только, не от кого. Они, по-моему, все идентичные. Просто уже от марки производителя начинают цены ломить. Тут, например, вот так он сделан. Родной. Вот так вот. Разъемы, форм-фактор, все полностью подходит, судя по всему. Сейчас подключу, проверю, можно ли покупать такие дешевые датчики, какой они дают эффект, вместо вот этих вот дорогущих, которые там цены не сложишь. Так, машинка еще не сильно подостыла. Запуск сразу. Ой. По-моему, ушла вибрация, которая была. Сейчас проедусь. Но, если честно, трасса слишком снежная, поэтому что-либо понять конкретно я пока не могу. Впереди предстоит поездка у меня по трассе, груженой, с прицепом. Вот. И я примерно представляю, какие расходы топлива у меня были. Плюс еще потом просто загородный цикл и городской замеры сделаю. И тогда уже смогу к вам вернуться с какими-то данными. Потому что, ну что, поставил, завелся, работает. Хорошо. Врать не буду, что стало лучше, что-то еще. Ну, это, как говорится, после мойки можно самого себя в чем-то убеждать. Вот. Но как бы показатели расхода топлива очень интересные, вроде бы стали ниже. Я ищу себе причину повышенного расхода, что случилось. Так, вот сейчас как раз на горочку пойдем. Это 4-я передача. Обороты, скорость вы видите. Блин, ну, по-моему, раньше у меня смело за 14 заваливало при вот таких подъемах. Ладно, преждевременные выводы делать не буду. Понаблюдаю, расскажу. Потому что нужен какой-то срок. Ну, 1000-1500 прокачусь для начала, наверное. И уже что-то буду рассказывать. Так, все-таки скажу. Мне кажется, что на педаль стала реагировать как бы более чуткой стала педаль. Ну, может быть. Опять-таки, понаблюдаю, посмотрю, приестся, не приестся, оно как бы все покажет. Самое главное, это расход топлива. Я думаю, вот это показатель. Ну, единственное, вот 113,60 с копейками, да, когда замеряю. Замену я сделал для наблюдения себе за секунду. Так, ну что, я не вижу изменений в расходе на холостых. Скоро появлюсь
в более теплых краях, в Белгороде, там вроде потеплее, понаблюдаю там. По-моему, мне кажется, когда теплее было, расход на холостых был меньше. Эй, я когда заходил, ты меня испугался чего-то? А я уже все поел. Тебя вообще плохо видно. Ну ты толстенький, ты не голодный. Тебя вообще не видно. Ну здравствуй, родной город. И здравствуйте, местные, как бы тебя назвать. Вот этот товарищ, короче, либо первый год на полном приводе, я не знаю, там типа скользко, а он у него полный, и он влево-вправо всем моргает. Либо спешит реально куда-то. Ну ладно. СМС-ку я получил сейчас от Мегафона. Добро пожаловать домой. Ну да, что, родная земля. -2, но дождик сейчас прошел. И вышел пока заправляться. Казалось бы, только что вот там в Москве -14 было. А, ну вот опять он дергается туда-сюда, туда-сюда. Ну прям везде, что ему надо, влезть в каждую щелочку. И все равно мы на каждом светофоре с тобой встречаемся, братан. Вот. А здесь -2. И вот в Орле было -5, и очень было комфортно. Я выходил на улицу, перекусил, все прям классно. А здесь прям какой-то вот промозглый такой ветерочек. И все. Ну что, прибыл сюда я зубки подлечить, поскольку в Москве очень дорого. Ну и ряд других задач надо решить. Надеюсь, за неделю управлюсь. А город готовится к празднику, уже смотрю. Наряжен. Боже мой, когда-то мне он казался большим. Сейчас глянул. Сколько там, 8 минут, что ли, я показал его там пересечь. А, нет, 8 километров, по-моему, 12 минут, что-то такое. Как раз где-то вот где я заправлялся, в районе аэропорта. Думаю, да, а раньше это же другой край города. А сейчас приезжаешь сюда, и кажется, здесь можно успеть все за один день. Потому что все рядом. Это, понимаешь, когда ты в Москве, блин, куда бы ты ни поехал, 2 часа в одну сторону, блин. Вот хоть убейся, блин. Как-то так. Среднее расчетное время, примерно так. Больше 2 дел на день можешь не планировать. Поверните направо. Надо прицепыча помыть, блин. Иначе все это в гараже будет. И сам сейчас вычудюсь, пока запихаю его. А теперь лайфхак для экономных. Получил вот такую карту Альфы. Если тоже закажешь себе по ссылке, то банк вернет 1000 рублей за первую покупку. Неплохо перед Новым годом. Отож. Ежемесячно выбираешь повышенный кэшбэк на 5 категорий. И допом еще 6-я категория, где может выпасть даже 100% кэшбэк. Вот это была, кстати, съемка с моего телефона. И плюсом еще альфа-картой можно получить дополнительный повышенный кэшбэк у разных партнеров. И карта бесплатная всегда, без всяких условий. То есть ничего не платим, она вот просто есть. И все переводы, платежи без комиссии. И это еще не все. Сейчас на Яндекс.Маркете до 30% скидки на все товары. До 30%. Да и прочие акции часто у них бывают. Вот сейчас в декабре у них совместная акция с «Вкусная точка». По пятницам на товар дня 100% скидка. Вот прям да, вот купил, заплатил, и тебе эта сумма вернулась. Вот сегодняшняя пятница, смотрите. Впереди еще 2 недели и 2 пятницы, так что успеете. Тем более, что карту можно заказать даже электронно и пользоваться ей уже через 40 секунд после выпуска. Ссылка вот в описании будет, по ней переходите и тогда принимаете участие в той акции, которую я рассказал. Все, удачи, ну а теперь продолжаем. Капец, конечно, Белгород. Вон, все, вода везде. В то время как Москву заметает и морозит. На, тут, пожалуйста, тебе. О! Белгород прямо сейчас. По сравнению с Москвой вообще. Не, ну снег, конечно, есть так где-то, вон там белеет. Но зелени еще достаточно на траве. Уже с зеленью. Не, ну тут не такая зеленая. Там просто теплотрасса, поэтому зелено. Вот. Ну вот во дворах снежок есть. Ну, конечно, с теми кадрами, что в Москве, не сравнить. Так, а вот еще немного исторические кадры. Знаменитый ресторан «Форум» в Белгороде, который столько лет пустовал, много историй вокруг него ходило, и вот что-то там делается.
Но это уже невероятно. У меня вот уже в прицеп лег шкаф, ох, как он тяжелючий. Но я надеюсь, теперь уже последнее перемещение у него будет в гараж. И теперь он будет служить там дальше. Как же мы к хорошему быстро привыкаем все-таки. Вот сейчас ехал в маршрутке, вчера тоже в пазике. Что-то мне вот эти современные не доставались. А разница-то ощутимая. То есть по-другому все. Он трясется, его дергает, он шумит, он вибрирует. Даже вот просто мысли куда-то свои гоняешь. И в какой-то момент понимаешь, что что-то не то. А садишься в современные вот эти синие, скажем так, автобусы. Ты едешь и как-то ничего и не замечаешь. Вроде как так и должно быть. А вот после того, как садишься в старый, сразу быстро осознаешь, в чем разница. Так, ну что, время вообще неправильно, конечно, показывает, потому что сброшена, наверное, клемма была. В общем, установил я катализатор. Вернее, установил катализатор. Удалил катализатор, установил пламя-гаситель. Но пока что первое впечатление это то, что машинка, как мне кажется, дышать стала лучше. Вот как-то вот прям даже динамики чуть-чуть добавилось. Звук чуть-чуть изменился из-под капота и в выхлопе. Но все наблюдения, скажем так, будут касаться уже потом дальше расхода, ну и впечатлений на трассе и прочее. Единственное, что могу сказать, там меня вот отговаривали не удалять катализатор. Мастер сказал, что наоборот, очень даже вовремя. То есть он выбивал, фотографии мне прислал. Ну вот, фотографии, видите сами. То есть уже он начал оплавляться. Следующий этап это уже он крошится. А крошки может втянуть обратно в среднепоршневую группу. Но, соответственно, дальше уже по масляным каналам куда только никуда. То есть это уже капитальный ремонт и прочие неприятности. Еду, не пойму, что не так. Потом понимаю, что в опоры вот эти, здесь уже нет. А вот тут почему-то красно-белыми их перекрасили. Раньше так не было. Да, что-то с форумом здесь происходит. Прямо какой-то прям демонтаж. Наверное, и смотровую площадку убирают. Либо реконструкция. Ну, поживем и видим, что получится в итоге. В Белгороде еще цена более-менее адекватная. Потому что в Москве ниже 30 я уже не вижу. Шепелявлю, по-моему, немножко. Это я после зубного. Первая коронка в жизни. И вообще, эта поездка в Белгород у меня выдалась такая достаточно продуктивная. Очень много чего сделал. Снега в Белгороде нет. Но город готовится все равно к новогодним праздникам. Вот уже монтаж пошел инсталляций. Ну и площадь готовится встречать 2024 год. Вот уже елка. Монтаж вовсю. Так, а вот как выглядит катализатор в выбитом состоянии. Вот он. Сейчас я, наверное, его даже сдавать сразу буду. Вот место есть. А зачем он мне нужен? Его же не видно будет, пыль запылить сейчас. Ага. Угу. Да я так просто сам процесс. Прихожу, тип такой, да, что там, отвес-то, говорит, он 1500 стоит. Я говорю, вы что, говорю, ну, как бы там, вот совсем недавно, я знаю, что по 12 торговали их. Вот. Он говорит, да вот, от приоры 1000. Я вчера звонил, мне, говорю, в районе 6 называли. Он говорит, ну, пойдем прострелим его. Ну, собственно говоря, вот его взяли, прострелили примерно, он глянул содержание драгметаллов. Потом, значит, размолотили его, ну, оценили, 6000 я свои получил. Тут вообще по-серьезки все принимают. У них тут и оборудование, все на свете. То есть вот не просто шарашка, а вот они все сортируют, пакуют. Ну вот это люди называются, занимаются вторсырьем. На полном серьезе, всеми металлами.
все знают. А ведь было же время, когда вот, ну, занимались спонтанно как-то еще. Вот сейчас прошло время, я смотрю, вот во многих сферах стали своего рода профессионалы, да. Вот сейчас вот уж нельзя просто так вот взял, открылся, я принимаю металл. Ну и хрен с тобой, принимай. Вот. Тут надо тоже понимать, опыт набить и все прочее. То есть вот как-то за вот эти последние, наверное, пару десятилетий появилось что-то новое, вот такое вот новое направление в нашей стране. И продолжает появляться. Вот, например, по маркировке рекламы. Кто не сталкивался, я вот уже столкнулся. То есть любая реклама в интернете должна маркироваться. И не важно, кто ты. ООО, ИП, самозанятый или просто гражданин. И штрафы там серьезные. Если интересно, пишите в комментариях, я расскажу. Даже статью могу подготовить, потому что начитался очень много и как бы некоторые получил знания, которыми готов поделиться. А, кстати, я до сих пор еще, мне кажется, шепелявлю или незаметно, потому что челюсть после вчерашнего не смыкается. О, какой барбосик.